24 июня 1522 года на горизонте у Родоса появились паруса. Сначала несколько, потом еще, а вскоре море перед островом заполнилось кораблями. Теперь уже не оставалось сомнений. Это не рейд, не очередная вылазка. И не попытка запугать остров. За Родосом пришла Османская империя. Годом раньше армия Сулеймана Великолепного взяла Белград, крепость, десятилетиями закрывавшую османам дорогу в Центральную Европу. Теперь 27-летний султан выбрал новую цель. Небольшой остров, всего в нескольких километрах от берегов его собственной империи. На первый взгляд силы были несопоставимы. С одной стороны, огромная османская армия, тяжелая артиллерия, саперы и сотни кораблей. С другой — несколько тысяч защитников и несколько сотен рыцарей ордена госпитальеров. Но Родос был необычным городом. 42 года назад османы уже пытались его взять и не смогли. После той осады госпитальеры почти полвека готовились к следующей. Они усиливали стены, углубляли рвы, перестраивали башни под артиллерию и пытались решить новую проблему войны XVI века. Как вообще защитить каменную крепость от пушек, способных медленно разобрать ее на части? Теперь у них появился шанс узнать, насколько хорошо они подготовились. Османские батареи начнут методично разрушать стены. Саперы уйдут под землю и поведут десятки мин к фундаментам укреплений. Целые участки крепости будут исчезать после взрывов. Каждый отбитый штурм будет означать только одно. Следующий придется встречать уже на более разрушенной стене и меньшим числом людей. И все это время госпитальеры будут ждать помощи из Европы, помощи, которая может не прийти. Так сколько вообще может продержаться крепость, если противник способен день за днем разрушать ее пушками сверху и минами снизу? Что случится раньше? Падут стены Родоса? Или Сулейман поймет, что победа обходится дороже, чем он готов платить? Чтобы понять, почему этот небольшой остров вообще мог бросить вызов Османской империи, нужно вернуться на 42 года назад. 1480 год. Тогда османы уже приходили за Родосом. И тогда они ушли ни с чем. В 1480 году Родос уже видел османский флот. Тогда остров попыталась взять армия Мехмеда II, султана, который 27 лет назад захватил Константинополь. Но Родос устоял. И эта победа показала госпитальерам опасную вещь. Их крепость быстро устаревает. Османские пушки уже тогда наносили стенам тяжелые повреждения. Поэтому следующие десятилетия рыцари готовились к войне, которая однажды должна была вернуться. На протяжении столетий высокая стена была преимуществом. Против лестниц, таранов и метательных машин, чем она выше, тем лучше. Но с появлением тяжелой артиллерии все изменилось. Представим обычную средневековую стену. Высокую, относительно узкую, почти вертикальную. Теперь пушке достаточно снова и снова бить ядрами в одно место. Трескается наружная кладка. Разрушается внутреннее заполнение. Повреждение постепенно превращается в брешь. Поэтому инженеры начинают менять сам принцип укреплений. Стены становятся ниже, но значительно толще. За каменной облицовкой появляется масса земли. Камень раскалывается. Земля деформируется и поглощает часть энергии удара. Башни и внешние укрепления начинают строить так, чтобы защитники могли стрелять не только вперед, но и вдоль соседних стен и рва. Противник, добравшийся до основания стены, оказывается под огнем сбоку. Именно из таких решений постепенно родится бастионная система нового времени. Родос в 1522 году находится как раз посередине этой революции. Это еще не звездчатая крепость последующих веков. Здесь остаются средневековые стены и башни, но они уже усилены землей, артиллерийскими позициями и глубоким сухим рвом. Это крепость двух эпох одновременно. А оборону разделили по так называемым языкам, национальным подразделениям ордена. Англичане, испанцы, итальянцы, провансальцы, рыцари Аверни — каждый отвечал за свой участок стены. И у каждого была еще одна причина не отступать. Своя часть чести, которую нельзя было потерять на глазах у остальных. Через несколько месяцев названия этих участков будут отмечать места,
где османам почти удалось прорваться в город. Но почему Сулейман вообще решил бросить огромные силы против небольшого острова? На карте остров выглядит почти нелепо. Небольшой христианский клочок земли лежит буквально у берегов огромной Османской империи. В ясную погоду отсюда можно было видеть побережье Малой Азии, но положение Родоса делало его гораздо важнее его размеров. После завоевания отца Сулеймана, Селима I, османам принадлежали уже не только Малая Азия и Балканы. Империя получила Сирию и Египет. Морские пути между Константинополем и новыми южными владениями становились все важнее. А рядом с ними оставался Родос, база военного ордена с собственным флотом. Госпитальеры нападали на мусульманские суда, перехватывали корабли, совершали рейды и участвовали в морской войне против держав Восточного Средиземноморья. Конечно, несколько кораблей ордена не могли перекрыть Османской империи все море, но для султана Родос оставался вражеской крепостью, почти у самого османского побережья. И существовала еще одна причина — память о 1480 годе. Мехмед Завоеватель сумел взять Константинополь, но взять Родос не смог. Теперь закончить дело своего прадеда предстояло Сулейману. В 1521 году он захватил Белград. Через год стало ясно, куда будет направлен следующий удар. Для великого магистра ордена Филиппа Вилье-де-Лилядама намерения султана не были неожиданностью. Госпитальеры годами следили за происходящим вокруг острова и понимали, что новое столкновение с Османской империей почти неизбежно. В марте 1522 года Лилядам пишет английскому королю Генриху VIII и предупреждает об угрозе нападения. В июне он снова просит помощи. На Родос вызывают рыцарей ордена, запасают продовольствие, проверяют артиллерию, ремонтируют укрепления, готовят людей к осаде. Но Европа занята собственными войнами. Франциск I и Карл V борются друг с другом. Никто не спешит отправлять на Родос большую армию. Лилядам готовит крепость и одновременно ждет кораблей с помощью, которые могут никогда не прийти. Но 24 июня на горизонте действительно появились паруса. Только шли они не с запада. Это был Османский флот. Точную численность османской армии сегодня определить трудно. Современники называли огромные цифры. Поздние авторы поднимали их еще выше. Поэтому превращать эту осаду в красивую формулу, вроде 600 против 200 тысяч, было бы слишком просто. Но масштаб различия очевиден и без этого. Родос защищают несколько тысяч человек. Лишь часть из них — профессиональные рыцари ордена. Остальные — солдаты, моряки, наемники и жители острова, способные держать оружие. С другой стороны прибывают десятки тысяч людей — артиллерия, саперы, рабочие, боеприпасы и сотни военных и транспортных судов. Но огромная осадная армия — это не только преимущество. Каждого человека нужно кормить. Лошадям нужен корм, пушкам нужны порох и ядра. Раненых нужно лечить. Больных становится все больше с каждым месяцем. Чем дольше продолжается осада, тем тяжелее содержать саму армию. Поэтому для османов лучший вариант — быстро пробить оборону и взять город штурмом. Для Родоса все наоборот. Лилядаму не нужно уничтожать армию Сулеймана. Ему нужно сделать каждый следующий день слишком дорогим. Первые недели проходят в подготовке. Османы высаживают людей и выгружают материалы. Подвозят тяжелые орудия. Размещают позиции батарей. Находят направление будущих атак. Самого Сулеймана вначале еще нет на острове. Он прибывает 28 июля. Теперь осада становится его личной кампанией. После Белграда отступить от Родоса, не добившись результата, означало бы уже не просто неудачу одного из его полководцев. Это было бы поражение самого Сулеймана. И он начинает методично разрушать крепость. В кино артиллерийская осада часто выглядит просто. Десятки пушек стреляют в сторону города. Стена рушится. Начинается штурм. В реальности все сложнее. Пушка сама по себе не берет крепость. Она должна создать место, через которое человек сможет пройти туда, куда раньше пройти было невозможно. Допустим, перед нами 100 метров стены. Бессмысленно равномерно распределять по ней огонь. Через неделю мы получим 100 метров поврежденной стены. Но прохода не будет нигде. Гораздо эффективнее выбрать небольшой участок и часами, днями, иногда неделями бить в одну зону. Сначала повреждается облицовка, потом осыпается кладка.
Затем начинают рушиться большие массы стены, но и этого недостаточно. Ночью защитник может забрасывать повреждения землей, приносить камни, бревна, бочки, за первой стеной строить новую позицию. Поэтому настоящая цель артиллерии не просто разбить камень. Нужно создать такую брешь, которую защитник уже не успеет закрыть. И одновременно подавить пушки, способные стрелять по людям, которые пойдут к этому пролому. Родос оказался неприятной целью. Его укрепления уже были приспособлены именно к такому огню. Земляные массы поглощали часть ударов. Глубокий ров отделял штурмующих от поврежденной стены, а защитники продолжали вести ответный огонь. Пушки могли разрушать Родос, но делали это слишком медленно. Тогда османы используют другой путь. Если стена слишком прочна, чтобы быстро пройти через нее, можно убрать из-под нее землю. И война уходит под землю. Где-то в османском лагере люди берут кирки и начинают копать. С этого момента у осады появляется второй фронт. Первый хорошо виден. Пушки, дым, разрушенные стены, траншеи, штурмующие части. Второй находится в полной темноте. Там не видно ни крепости, ни противника. Только грунт перед лицом и звук чужих инструментов где-то впереди. Смысл такого подкопа не обязательно в том, чтобы тайно проникнуть в город. Главная цель может находиться прямо под фундаментом стены. Саперы прокладывают узкую галерею. Чтобы потолок не обрушился, ее укрепляют деревянными опорами. Когда ход достигает нужного места, под стеной делают камеру. Туда помещают порох. После подрыва разрушается не только кладка. Исчезает грунт и фундамент, на которых держится огромная масса камня. Стена теряет опору, и собственный вес начинает работать против нее. Часть укрепления оседает или обрушивается. На поверхности появляется брешь, а через несколько минут туда уже могут идти солдаты. Есть только одна проблема. Защитники понимают, что происходит, но не знают, где именно копает противник. Инженером обороны Родоса становится венецианец Габриэле Тодини да Мартининга. Он организует систему контрмин. Под опасными участками прокладывают собственные галереи, создают места для прослушивания грунта. На натянутую поверхность, похожую на барабанную кожу, насыпали песок. Если где-то рядом работали кирками, песчинки начинали двигаться. После этого защитники пытались определить направление и начинали рыть навстречу. Теперь представим происходящее. Османский минер работает в узкой галерее. Перед ним земля. За спиной десятки метров тоннеля. И вдруг из стены впереди становится слышен удар. Потом еще один. Кто-то копает навстречу. Если защитники доберутся до галереи раньше, чем заряд будет установлен, они могут разрушить ее, поджечь деревянные крепления или сорвать подготовку взрыва. Иногда две стороны буквально встречаются под землей. Но у османов на Родосе было еще одно преимущество. Под городом уже существовали древние подземные сооружения. Античный Родос когда-то занимал значительно большую площадь. Под землей оставались старые каналы и водоотводы. И археологические исследования позволяют предполагать, что часть этой древней сети османские саперы смогли использовать как готовые подходы к укреплениям. На поверхности Родос защищала одна из самых современных крепостных систем своего времени, а под землей к ней вели сооружения, созданные за многие века до госпитальеров. Одна шахта обнаружена, другая разрушена контрминой, третья не достигает цели. Но появляется следующая. И еще одна. Османам не нужно, чтобы сработали все. Достаточно нескольких. К сентябрю земля под Родосом превращается в еще одно оружие. 4 сентября две османские мины достигают английского бастиона. Сначала приходит удар, не пушечный, глубже. Земля под ногами вздрагивает. Камень поднимается вместе с дымом и пылью. Когда облако начинает рассеиваться, 11 метров стены больше нет. Они осыпались в ров грудой обломков. И почти сразу за взрывом появляются атакующие. Это ключевой принцип минной войны. Мина сама по себе не выигрывает осаду. Если после взрыва дать защитнику несколько часов, брешь начнут закрывать. Принесут землю, камни, бревна, корзины с грунтом, построят баррикаду. За разрушенной стеной появится новая. Поэтому между взрывом и атакой должно пройти как можно меньше времени. Османские части идут на поврежденные позиции. Рыцари и солдаты Родоса встречают их прямо в проломах. Теперь преимущество крепости почти исчезает. Нет целой стены, с которой защитник стреляет вниз. Есть груда камней. Дым. Узкий проход. Люди с обеих сторон оказываются почти на одном уровне. Но именно узость проломов пока помогает Родосу. Османская армия может быть огромной. Через брешь одновременно все равно проходят десятки людей, а не десятки тысяч. На короткое время численное преимущество перестает работать в полную силу.
Небольшая группа опытных защитников способна удерживать узкое место против значительно превосходящего противника. Но за каждую такую победу Родос платит ресурсом, которого у него почти нет — людьми. Потерянного османского солдата можно заменить следующим. Убитого опытного рыцаря заменить значительно труднее. А разрушенная стена не становится целой после того, как штурм отбит. Можно выиграть бой и все равно стать ближе к поражению. К концу сентября Сулейман уже почти 3 месяца находится у Родоса. Перед ним все еще закрытые ворота. Но укрепления больше не выглядят так, как в июне. Артиллерия и мины вскрыли несколько участков. Особенно тяжелое положение складывается на южных и западных позициях. 24 сентября османы начинают генеральный штурм. Теперь задача другая. Не проверить оборону, не захватить отдельное внешнее укрепление, закончить осаду. Удары наносятся сразу по 4 направлениям. По испанским позициям, по английским, по провансальским, по итальянским. В этом есть простой расчет. Если атаковать только одну точку, Лилядам сможет перебросить туда резерв. Если ударить одновременно в нескольких местах, резерв придется делить. Пушки прекращают подготовительный огонь. Вперед движутся штурмующие части. Перед ними ров, разрушенные внешние укрепления, каменные осыпи. За ними защитники Родоса. На отдельных участках османы входят в поврежденные позиции. Начинается бой уже не перед стеной. На ней, за ней, в проломах, между разрушенными укреплениями. На испанском направлении положение становится особенно опасным. Отдельные позиции переходят из рук в руки. Лилядам бросает людей туда, где давление становится критическим. Резервы перемещаются между участками. Рыцари разных языков оказываются рядом. Бой продолжается часами. И к концу дня происходит то, чего Сулейман не планировал. Османская армия отходит. Родос остается за защитниками. Генеральный штурм провален. Но цена этой победы хорошо видна на самих укреплениях. Османы смогут снова собрать штурмовые колонны, но восстановить разрушенные стены уже не получится. Провал 24 сентября бьет по османскому лагерю сильнее, чем кажется со стороны. Сулейман рассчитывал закончить осаду одним ударом. Вместо этого перед ним снова закрытые ворота и тысячи погибших под стеной. В ярости он ищет виноватого и находит его среди своих же. Мустафа Паша, командовавший штурмом, не просто военачальник. Он зять самого султана. Но родство не спасает. Сулейман приговаривает его к казни. Лишь заступничество приближенных в последний момент спасает Мустафу Пашу от казни. Приговор отменили. Но для османского командования смысл был понятен. Следующая неудача могла стоить уже не должности, а головы. После штурма начинается работа, которую легко не заметить в рассказе о сражении. Пока одни люди отдыхают после боя, другие несут землю, камни, дерево, корзины. Все, что может снова превратить дыру в препятствие. Но восстановить настоящую каменную стену во время осады невозможно. На хорошую кладку нужны время, мастера и раствор. Поэтому защитник строит не красиво. Он строит быстро. Допустим, здесь находилась основная стена, пушки пробили брешь. Но за 20 или 30 метров позади нее защитники заранее насыпают земляной вал и ставят баррикады. Теперь противник проходит через первую брешь и оказывается перед еще одной позицией. Причем пространство между двумя линиями можно простреливать. Получается ловушка. В XVI веке хороший инженер думает уже не только о том, как не дать стене разрушиться. Он предполагает, что она разрушится. И заранее решает, где будет следующая линия. Мартиненго строит внутренние позиции за наиболее опасными участками Родоса. Так крепость постепенно меняется прямо во время боя. И это важно. Родос держится не потому, что его стены невозможно разрушить. Их разрушают. Он держится потому, что за каждой разрушенной позицией защитники пытаются создать следующую. Но расстояние между внешней стеной и городом не бесконечно. Каждый новый рубеж находится чуть ближе к домам. Османская артиллерия продолжает стрелять. Мортиры перебрасывают снаряды внутрь города. Война все чаще достигает тех, кто вообще не находится на стенах. Снаряды все чаще падали не там, где стояли защитники, а там, где жили обычные горожане. Безопасного места в городе почти не осталось. И все же осада продолжается. По позднейшим подсчетам, османы заложили под стены Родоса не меньше 40 мин. Большинство обнаружили и обезвредили еще до взрыва, благодаря встречным галереям, которых Мартиненго прорыл еще больше. Это значит, что подземная война была не необычным эпизодом этой осады. Она была системой. Но осенью внутри самого Родоса появляется еще одна угроза. Возникает подозрение, что кто-то из защитников тайно снабжает османов важной информацией.
Сообщает о состоянии укреплений, слабых участках стены и положении внутри города. Начинаются поиски предателя. И они приводят к одному из самых высокопоставленных рыцарей Ордена, Андре де Мореллу, бывшему сопернику Лилиадама на выборах Великого Магистра. Его арестовывают, обвиняют в измене и в начале ноября казнят. Но был ли он действительно предателем, мы до сих пор не знаем. Источники расходятся, а доказательства, которые убедили судей в 1522 году, не позволяют сегодня уверенно восстановить всю историю. Но независимо от того, был де Морелл виновен или нет, положение Родоса от этого уже не менялось. Османы оставались под стенами, и стены продолжали исчезать. Наступает декабрь. Осада продолжается уже почти полгода. Штурм проверяет, кто сильнее сегодня. Осада проверяет, кто первым потеряет возможность продолжать завтра. У Сулеймана тоже есть свои проблемы. Люди погибают в атаках. В лагере распространяются болезни. Армию месяцами нужно снабжать. Каждый новый штурм стоит дорого. Но у него остается главное преимущество. Он может продолжать разрушение, а Родосу отвечать тем же нечем. В декабре новые взрывы и атаки снова разрушают позиции на испанском направлении. Османы постепенно получают все больше пространства. Расстояние между ними и внутренним городом становится меньше. И вопрос меняется. Летом он звучал: смогут ли османы пробить Родос? Теперь что именно еще осталось пробивать? В рассказах о героических осадах почти всегда наступает момент, когда от защитников ожидают одного решения — стоять до конца. Звучит красиво. Но у Лилиадама была проблема. Родос был не просто военным лагерем. За стенами жили люди. Семьи, ремесленники, дети, греки и латиняне, для которых крепость была не символом, а домом. Если османская армия ворвется в город после штурма, Великий Магистр уже не сможет контролировать, что произойдет дальше. По законам и обычаям войны того времени город, взятый силой после отказа капитулировать, мог быть отдан солдатам на разграбление. Мужчин могли убить, женщин и детей обратить в рабство, дома, склады и церкви разграбить, жителей увезти и продать. Совсем другую судьбу мог получить город, который договорился о сдаче до окончательного штурма. Именно поэтому героизм здесь превращается в моральную проблему. Что должен сделать командующий? Продолжать сопротивление, пока остается хотя бы один человек с оружием? Или признать, что дальнейшая оборона уже не спасает город, а лишь делает его окончательную участь хуже? Это особенно тяжелое решение, потому что Родос еще не взят. Над городом все еще свой флаг. Защитники все еще стоят на позициях. Сулейману все еще приходится атаковать. Можно продолжать. Еще день, может быть, неделю. А вдруг придет помощь? Но это «а вдруг» Лилиадам слышит уже почти полгода. Помощи нет. Начинаются переговоры. Они идут тяжело. На некоторое время боевые действия возобновляются. Сулейман показывает, что может продолжать давление. Для обеих сторон это торг, в котором аргументами служат пушки. И постепенно становится ясно. Родос не выиграет эту осаду. Остается решить, как именно он ее проиграет. К 20 числам декабря стороны приходят к соглашению. Условия имеют огромное значение. Рыцарям разрешают покинуть остров. Они могут взять оружие, личное имущество, реликвии и часть имущества Ордена. Жителям, которые захотят уйти вместе с ними, также предоставляется такая возможность. Тем, кто остается, обещают определенные гарантии. Сулейман получает все, ради чего начинал войну. Родос — крепость, зависимая от Ордена территории. Враждебная база у османского побережья исчезает. Это победа Сулеймана. Но есть деталь. Побежденный противник выходит не как пленник. Орден не уничтожен. Его рыцари не ведут в цепях. Им позволяют уйти. Можно сказать, что султан уважал противника, который сопротивлялся почти полгода. Но существовал и совершенно практический расчет. Сулейман уже получил то, что ему было нужно. Продолжение штурмов означало новые потери ради города, который все равно становился его. Капитуляция позволяла закончить кампанию. Лилиадам тоже получал главное из того, что еще можно было спасти. Не Родос, людей, Орден, будущее. 1 января 1523 года корабли госпитальеров выходят из гавани. На борту выжившие рыцари, реликвии, архивы и жители Родоса, решившие оставить остров вместе с ними. Позади остаются стены, которые Орден строил и перестраивал больше 2 столетий. Когда госпитальеры появились здесь в начале XIV века, Родос стал их новым домом после потери Святой Земли. Теперь у них снова не было дома.
Сулейман победил. На Родосе начиналась османская эпоха. А госпитальеры следующие годы будут искать место, где смогут обосноваться снова. В 1530 году им передадут другой небольшой остров — Мальту. И там строительство начнется заново. Новые укрепления, новые стены, новые гавани. Рыцари не забудут то, что произошло на Родосе. Пушки, земляные насыпи, бастионы, перекрестный огонь, несколько линий обороны. Они будут готовиться к новой войне. И Сулейман тоже не забудет госпитальеров. Через 42 года после ухода рыцарей с Родоса османская армия снова появится перед их новым домом. На этот раз перед ней будет Мальта. Но это уже другая история.